Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам древнюю систему пещер в Китае, которая называется Гроты Ушань. Это место представляет собой крупный карьер, в котором более 840 пещер. Это красивое живописное место является одним из 15 массивных древних карьеров, сосредоточенных в одном регионе, на западе Тихого океана. Во всех этих карьерах, возраст которых составляет от 1500 до 2000 лет, есть следы от инструмента, похожего на следы от современных машин. Могут ли эти пещеры быть остатками доисторической потерянной цивилизации? Если да, то почему в Древнем Китае нет больших каменных построек? Куда делось огромное количество добытого камня? И были ли эти пещеры предназначены для добычи камня? В этом видео я постараюсь ответить на эти вопросы. Сначала давайте обсудим одну важную деталь. Это информация о расположении этого места. На данный момент 15 крупных карьеров обнаружено в провинции Чжэцзян, которая примыкает к Восточно-Китайскому морю. 2/3 этого моря составляет мелководный континентальный шельф. 11 тысяч лет назад уровень моря был на 40 метров ниже. 19 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, уровень моря был на 110 метров ниже. Почти весь континентальный шельф в Восточно-Китайском море находился выше уровня воды. В это время сегодняшний остров Тайвань и японский архипелаг были связаны по суше с равниной Евразии. Ледники покрывали всю Канаду, часть Америки и часть Европы. Но Восточный Китай оставался свободным ото льда. Последний ледниковый период длился более 100 тысяч лет. Для древней цивилизации было достаточно времени, чтобы процветать и развиваться. Вот карта Восточной Азии на пике последнего ледникового периода. Последний ледниковый максимум уровень моря был примерно на 120 метров ниже. Более высокие участки были покрыты льдом. Сегодняшний затопленный континентальный шельф когда-то был зеленым оазисом, пригодным для жизни. Любая развитая цивилизация в то время могла разработать огромные карьеры для строительства огромных сооружений. Но теперь, вероятно, все эти сооружения скрыты под песком на дне моря. Таинственный подводный памятник Янагуни находится всего в 300 милях от этого карьера. В настоящее время Янагуни находится на 26 метров ниже уровня моря. Это говорит о том, что во время последнего ледникового периода Янагуни находился над уровнем моря и был связан по суше с Восточно-Китайской равниной. Сегодня археологи много спорят о том, является ли это сооружение искусственным или это естественное образование. Гроты Ушань расположены в этом же регионе, рядом с Восточно-Китайским морем. Это очень крупный карьер, с множеством пещер, скал и бассейнов. Сейчас это туристический объект, так как в результате разработок обычный холм превратился в потрясающий величественный пейзаж. Каллиграфия и барельефы были добавлены уже позже в качестве туристических достопримечательностей. Пористая природа камня может быть причиной того, что в некоторых пещерах в стенах есть небольшие отверстия. Здесь много пещер, которые формой похожи на колокола, а также бассейны, глубина которых остается неизвестной. Следы от инструментов в пещерах Ушань имеют одинаковую форму. Они горизонтальные и непрерывные, и очень похожи на те, что мы видели в пещерах Чиньюй. Многочисленные отметки от инструмента расположены параллельно и очень плотно. Такое ощущение, что камень расчесали огромной расческой с алмазными зубьями, которые оставляли эти следы. Думаю, что это очевидный признак того, что следы были сделаны не вручную. Для нас неестественно зубилом, которое мы используем для мелкомасштабных детальных каменных работ, долбить камень горизонтально. Для каменщика это было бы чрезвычайно сложно, если даже невозможно. Как можно вырезать точную непрерывную и гладкую горизонтальную линию по окружности большой пещеры, не говоря уже о создании бесчисленных параллельных следов? Что же касается кирки, то как человеку нужно изловчиться, чтобы оставить горизонтальные отметки на камне. Это невозможно. Ручные инструменты не могут достичь такого уровня точности или постоянства, особенно в таких гигантских масштабах. Итак, какие инструменты использовались в этом древнем карьере?
Подсказка заключается в том, что следы инструментов, найденные на месте, соответствуют отметкам современных горнодобывающих машин. Вот фотографии разных древних памятников, таких как Баальбек, карьер Яншань, город Петра и другие. Это просто сверхъестественное сходство. Возникает вопрос, являются ли эти следы от инструментов доказательствами передовой предыстории нашей цивилизации? Изогнутые поверхности и углы, скорее всего, были созданы сложным оборудованием, таким как современная роторная фрезерная машина или комбайн непрерывного действия. Вот несколько местных домов и стен, построенных из камня, добытого в некоторых частях карьера Ушань. Они имеют некий деревенский шарм из-за использования небольших каменных блоков и щебня. Эти дома резко контрастируют с гладкими стенами в пещерах Ушань. Трудно представить, что люди, добывавшие камень в гроте Ушань, построили бы такие грубые дома. Тот, кто разрабатывал гроты Ушань, несомненно, был способен строить впечатляющие сооружения. Поэтому я считаю, что эти каменные дома были построены не создателями гротов Ушань, а местными китайцами. Настоящие создатели карьера Ушань вполне могли быть представителями высокоразвитой затерянной цивилизации. Ушань и подобные им места называются карьерами. Но их первоначальная цель, вероятно, заключалась не в производстве каменных блоков или плит. Следы инструментов в Ушань сильно отличаются от следов пил, которые обычно используются для создания каменных блоков или плит. Современные машины, которые могут создавать такие же следы, как и следы в Ушань, представляют собой горнодобывающие машины, которые производят щебень. Так что вполне возможно, что в Ушань и в других карьерах добывали щебень с помощью древних горных машин. Сегодня заполнители или щебень – это самый добываемый материал в мире. Его используют для создания бетона и асфальта. В разных культурах бетон использовался в качестве строительного материала на протяжении тысячелетий. Он прочный и универсальный, и легко доступен в большинстве областей. Он не имеет дефектов и изъянов, в отличие от природного камня, и может быть отлит практически любой формы. Это веские причины, почему сегодня мы используем бетон в качестве основного строительного материала. Такие карьеры, как Ушань и Чинюй, дали бы астрономическое количество камня. Куда же доставлялся этот камень, если в Китае не встречаются крупномасштабные каменные сооружения? А может, его использовали для извлечения минералов или металлов? Я так не думаю. Потому что это вулканический туф. Он не является особенным, так как в нем отсутствуют металлические руды или какие-либо ценные минералы. Кроме того, туф распространен во многих регионах планеты. Возможно ли, что щебень, добытый в Ушане и других крупных карьерах, был транспортирован для использования по всему миру? Я говорю нет. Такой камень широко распространен по всему миру. В наши дни с учетом развитой логистики щебень по-прежнему добывается на месте. Большие каменоломни, производящие щебень, существуют практически в каждом населенном пункте. Это из-за высокой стоимости транспортировки по сравнению с низкой стоимостью самого продукта. Перевозка щебня на расстояние более 40 километров считается нерентабельной. Значит, большие каменоломни в Китае обслуживали местные нужды. Помните неглубокий континентальный шельф у Восточно-Китайского моря? Возможно, что там существовали какие-то грандиозные каменные дворцы. Но теперь они поглощены зыбучими песками и подступающим океаном. Это захватывающая мысль. Сегодня исследователи предполагают, что мегалитические стены Саксайамана в Перу могли быть отлиты из древнего бетона. Некоторые исследования анализа материалов предполагают, что блоки египетских пирамид также могли быть искусственными. А некоторые индийские исследователи предположили, что замысловатые каменные храмы в Индии и Шри-Ланке также могут быть сделаны из геополимера. Возможно, что некоторые загадочные сооружения, которые нам трудно понять, на самом деле могли быть построены одной или несколькими предыдущими цивилизациями из искусственного камня. Эта гипотеза могла бы лучше объяснить, как такие безумно тяжелые блоки использовались для строительства таких фантастических мест, как Великие пирамиды.
Если мы допустим возможность того, что неизвестная развитая цивилизация создавала гроты Ушань и другие массивные объекты при помощи машин, то мы можем предположить, что эти строители также создали свою собственную версию бетона или геополимера. Использовался ли тогда ушаньский камень в качестве основы для древнего бетона? Думаю, что нет. Обычно для бетона используется известь, а известь получают из известняка. 15 древних китайских карьеров в одном регионе со следами машин представляют собой вулканический туф, глиноземистый и кремнистый камень, из которого нельзя извлечь известь. Я не нашла в Китае древних известняковых карьеров с подобными следами от машин. Я думаю, что это признак того, что туф добывали не в качестве бетонного компонента. Иначе мы могли бы также найти старые китайские известняковые карьеры. Тогда как насчет геополимера? Геополимер — это инновационный материал, который имеет много преимуществ перед традиционным портленд-цементом. Геополимеры представляют собой аморфные алюмосиликатные связующие материалы. Туф в Ушане содержит большое количество кремнезема и алюминия, что означает, что он был бы идеальным материалом для изготовления геополимера. По сравнению с портленд-цементным бетоном, геополимеры превосходят его по многим параметрам. Они пожаробезопасны, устойчивы к нагреву и холоду, имеют лучшую прочность нажатия и растяжения, а также устойчивы как к кислой, так и к соленой среде. Одним из важных преимуществ геополимеров по сравнению с портленд-цементом является то, что они легко твердеют при температуре окружающей среды. Сейчас геополимеры набирают популярность, но они еще не получили широкого распространения. Они требуют особого обращения из-за химических веществ, которые могут быть вредными для человека. Например, таких как гидроксид натрия. Бетон на основе портленд-цемента затвердевает при температуре выше 5 градусов Цельсия. Большая часть бетона, залитого и уложенного в холодную погоду, схватывается и затвердевает гораздо медленнее. Свежий бетон необходимо защищать от замерзания по крайней мере в течение первых 24 часов. Это делает бетон не идеальным строительным материалом для холодных регионов, особенно в ледниковый период. Я рассматриваю возможность того, что гроты Ушань и другие подобные древние карьеры были раскопаны в доисторические времена. Вероятно, во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже. Геополимер был бы идеальным строительным материалом в более холодные времена, такие как ледниковые периоды. Я думаю, что сложная древняя цивилизация не только имела возможность разрабатывать эти крупномасштабные древние карьеры с помощью сложной техники, но и была способна освоить методы производства и использования геополимера. Таким образом, в некоторых отношениях эта прошлая цивилизация потенциально могла превзойти нашу своими невероятными инженерными достижениями. На сегодняшний день в Восточно-Китайском море проведено не так много подводных исследований. Поэтому мы не знаем, есть ли какие-нибудь старые каменные сооружения, захороненные под водой. Если такие сокровища, спрятанные в море, будут найдены, могу предсказать, что мы можем обнаружить, что они сделаны из своего рода геополимера, созданного из камня, добытого в пещерах Ушань или Чиньюй. Ваши мысли мы, как всегда, ждем в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.